Доброе, солнечное, аргентинское утро. Короче, я созрела на давно желаемый рум-тур, но так как я считаю, что квартира — это все-таки личное пространство, я решила устроить билдинг-тур. Тем более я живу в очень прикольном здании. Сейчас я нахожусь на террасе. У каждого апартамента есть своя терраса. Это стол на балконе с чем-то, что-то вроде типа гриля. Значит, есть вот такая история с мокрой точкой, со столом и с миллионами цветов. Кстати, посмотрите, это местное очень интересное растение, оно уже завяло, но когда я приехала, оно распускалось, я очень долго за ним наблюдала. Ну и, в общем, наверное, это единственное, что я бы хотела показать в квартире, потому что все-таки личное не должно быть публичным. Поэтому мы берем все и выходим в билдинг. Так, сейчас я проверю, взяла ли я ключи. Да, все. Let's go. Ребята, let's go. Значит, вот эту вот историю вы уже видели в начале каждого влога. А сейчас, наверное, расскажу подробнее. Это здание, бывший завод. Вот так вот это выглядит изнутри. Здесь находится бассейн. Сейчас он на чистке, ремонте, не понимаю, но это не мешает людям загорать на шезлонгах, как мы видим. И у каждого есть вот такие вот как бы балкончики, которые все обустраивают так, как хотят. Так как у меня не очень хорошо с ориентацией в пространстве, здесь есть два хода вправо-влево, да? Логично. И все они всегда приводят к выходу, то есть со всех сторон можно спуститься вниз. Наша квартира, апартаменты на последнем этаже, здесь 6 этажей. На каждый этаж, я думаю, нет смысла заходить. Покажу, в каких направлениях чаще всего хожу, и расскажу об этом. Значит, внутри коридоры выглядят вот так вот. Здесь, значит, мы вспоминаем, да, что у кого-то есть террасы прямо на крыше, и они как бы устраивают красивый сад. Это выглядит очень здорово, интересно, великолепно. Дальше мы переходим с вами к лифтам. Ваши ставки, какой приедет лифт? Надеюсь, вы успели проверить свою интуицию. Значит, предлагаю ехать на первый этаж, потому что вот здесь вот 5, 4, 3, 2 это жилые, там нет ничего интересного. На втором есть бассейн, но я думаю, что мы сейчас туда поднимемся из спа-зоны на первом этаже. Соответственно, туда точно так же находятся жилые апартаменты. А мы с вами идем в спа-зону. Здесь вход по лицу. Мы сканируем себя и заходим внутрь. Надеюсь, никто не моется. Да, вот, значит, здесь такая история. Здесь такая история. Ну и здесь душевые. Интересно, что проживание здесь, цена за проживание включает сразу же спа, тренажерку, сауну, там вот эту вот всю историю. И круто, что здесь закрытая территория, вход только по лицу, потому что все-таки район, где находится это здание, не очень безопасный. И очень круто, что есть мнимая безопасность внутри. Значит, мы с вами пришли в спа-зону. Что здесь находится? Лежаки для отдыха, соответственно, кулер для воды. Здесь внутри 2 сауны. Когда ты хочешь идти в сауну, так, я сейчас проверю, никого-то нет. Ага, да, все чисто. Вот, соответственно, включаешь сауну, ставишь нужную температуру, через час приходишь и моешься. Так, внеплановые вставки, я тут отрываюсь. Оказывается, здесь еще есть 2 хамама. Я вообще их не знала, я никогда их не включала. Но здесь, я так понимаю, разделено на мужское и женское. Вот такое, я пошла в баню. Дальше. Здесь такая зона, где мы часто делаем зарядку, потому что здесь есть маты. И это очень прикольно. Обычно здесь занимаются люди что-то типа единоборств, а я занимаюсь что-то типа бабушкинской зарядки с фасцией. Значит, выходим мы на 2 этаж спа. Вызываем снова лифт. Так, едем до 2 этажа. И вот один бассейн, который я вам показывала, открытый находится.
Так, едем. А еще есть закрытый бассейн, и вот сейчас мы как раз-таки поднимемся к нему, я вам покажу, как это выглядит. Снова надеюсь, что там никто не купается, потому что, мне кажется, это немножко неприличным. Так, тут вход по ключу. Сейчас, секунду. Значит, прикладываем ключ и проходим. Ох, нет, ребята, там купаются, я уж не пойду, вот поверьте на слово, люди, значит, в Голливуде. Показала, как смогла. Ну, я бы просто не хотела, если бы я плавала в бассейне. Тут пришел какой-то чел с палкой и начал... мы с вами сразу же поедем сейчас на нулевой. И начал меня снимать. Мы приехали... Так, стоп, мы приехали... Ладно, если честно, я никогда не ездила на нулевой этаж спа. Я почему-то подумала, что это меня привезет сразу же к выходу на цокольный этаж. Ну, я не знаю, чем я подумала. В общем, возвращаемся назад. Спустимся по обычной дороге. Так, давайте искать... Давайте искать выходы для мирных жителей. Пока идем до первого этажа, расскажу интересный факт про район, в котором находится это здание. Это находится в районе Лобока, и этот район раньше строился из старых корабельных пластин, и красили всю эту историю остатками красок с судов. И так появился знаменитый район Каменита, который вот от этого билдинга прям, можно сказать, через улицу находится. Это разноцветная история, что-то примерно Боакаап в Кейптауне. Вот так вот покажу фотографии, здесь прикреплю. Выглядит красиво, интересно, весело и разноцветно. И вообще, чтобы это не был такой короткий... Мы не одни, поэтому продолжим чуть позже. Так, мы ехали в лифте не одни, поэтому я немножко сбилась. Я решила, чтобы это не был сумбурный влог на 3 минуты, а как бы тут разглагольствовать не имеется возможно. Это будет влог рандомные 10 фактов об Буэнос-Айресе, об Аргентине. Я не знаю, у меня просто там что-то снято. И здесь в монтаже я все натыкаю, посмотрите и поставите лайки. А мы передвигаемся в игровую. Опять же, заходим. И видим вот такую вот историю. Здесь всегда замечательный Wi-Fi, здесь замечательные возможности для развития своих игровых способностей. Выглядит вот это так. Вот там уже находится фойе, куда мы сейчас с вами придем. Так, выходим. Не выходим. Выходим. Да. Выходим. А здесь что-то чил ради отдыха. Так как это реновация все-таки фабрики, мы видим здесь остатки вот таких вот вещей. Там находятся лифты, а здесь вот этот был первый этаж, куда мы с вами выходили в сауну. Значит, вот это главное фойе, откуда расходятся все дороги мира. Нулевой километр, так скажем. Соответственно, что мы здесь можем найти? Так. Понятно. Если честно, то здание изучено только на 1%, потому что я обычно хожу только до квартиры, и сейчас прям вместе с вами иду вокруг, и надеюсь, на что-то очень интересное. Вот эта вот вся история, это, знаете, вот такой как бы немножечко антураж, да, мы понимаем. Интересно, что тут очень много сохранилось прям вот того, что было на фабрике. Вот это личные ящички работников, как я вычитала, как я узнала. Выглядит вот это что-то примерно вот так. Это все не убирают, оставляют, и выглядит достаточно интересно. Gracias. Значит, вот здесь находится охрана, у которой все вот эти камеры подключенные отслеживаются, которая постоянно блюдит за тем, с кем вы зашли, никого ли вы не провели. Здесь мы видим трубы, да, как объект национального наследие. А вот, собственно, сама эта фабрика. Пожалуйста. Вот это как здание выглядит снаружи. Сейчас мы найдем главный вход. Ну вот он. Значит, вы можете посмотреть, как она называлась. Вы можете посмотреть вот тут. Что-то, возможно, для вас будет полезное. Соответственно, если труба напротив моей квартиры, то, соответственно, квартира находится вот где-то здесь. И внизу вот там уже бассейн. Тут у нас находятся офисы. И последнее, что я бы хотела показать, это тренажерный зал. Здесь он находится вот в
таком месте расположения. Я уж внутрь не буду заходить, потому что вижу, что там бегают девчонки, парни тягают жестко железо. Ну и вот, как-то так, как-то так. И еще последний поинт. Я никогда не подходила к этой стелле, и сейчас есть прекрасная возможность это сделать. Не совсем, конечно, это уж стелла, но в самом центре находится что-то like this. И это, внимание, что-то сильно непонятное. Мне очень нравится, как я пытаюсь читать постоянно испанский язык, думая, что в один момент я прозрею и на меня снизойдут знания этого языка, но почему-то это не происходит, и я никогда ничего не понимаю. В общем, вот эта стела стоит, о чем-то, наверное, важном напоминает. Ну, может, для красоты, я хз. Так, еще по скрипту. Оказывается, в билдинге есть прачечная. Здесь вот так вот выглядят машины, которые можно загрузить, соответственно, грязным бельем и постирать. Значит, это потерянное чьим-то, кем-то белье. Вот еще у нас, пожалуйста, машины здесь. Тоже отдельный Wi-Fi, как мы видим, можно приходить работать. И вот так вот, вот так вот. Maybe. Yes. Вот такая вот лаунж. И вход, если что, тоже по лицу. Это, короче, я оказалась на минус первом этаже. Это еще ниже, чем паркинг. И тут прям шумно, жесть. Ну, короче, вот. Как-то так случилось. Сейчас резкое переключение, и мы возвращаемся в абсолютно другое время с абсолютно другим вайбом. Интересно то, что здесь иногда я вообще забываю, в какой стране, на каком континенте, потому что очень много русских людей. Здесь очень много русских надписей, типа граффити. Проходишь мимо православной церкви, условно, и так себя осаживаешь. А я вообще где? Что вообще в жизни происходит? Факт номер 54. Вот это вот здание, в котором я живу. А вот это две огромные березы рядом. Это просто невероятно. Вы посмотрите, они просто такие огромные. Их кроны, я не знаю, весь район держит под собой. Это вау. Прикольно то, что вот просто идешь, гуляешь, и случайно можешь наткнуться, например, на какую-нибудь уделку в каком-нибудь парке, когда в будни нет этого, а в выходные, пожалуйста. Юбочки на все цвета и размеры. Если вы думали, что Oriflame и Avon остались где-то очень далеко в 2000-х, нет. 2000-е здесь. В Буэнесе Айресе. Тут, правда, все, что касается рекламы, продажи, какой-то истории коммуникации, налички, карты, это все очень сильно прям все из далекого прошлого. Думаю, стоит рассказать про маты. Про национальный напиток, который я не переношу. Для меня это абсолютно горькая, невкусная история, но учитывая, что я не пью кофе, maybe у кого рецепторы перенастроены под что-то такое интересное, то, может быть, это будет вкусно. Короче, здесь все ходят с термосами. И термосы обязательно большого размера, ну, типа там 1,5-2 литра. И все в парке, на работе, в общественном транспорте, везде люди с термосами. Интересный факт: 745. Вместо зеленого здесь белый цвет светофора. Это страна, где очень сильно любят собак. Может быть, город. Я не буду говорить за всю страну. Но, короче, здесь супер странно, если у тебя нет домашнего животного, собаки. И из интересных фактов. Здесь я впервые узнала, что существует профессия выгульщик собак. Не так, как у нас, да, условно, подработка, где ты можешь там за какие-то небольшие деньги помочь каким-то людям. А здесь есть прямо так и называется выгульщик собак. У него отдельный транспорт. В большинстве случаев там типа, собак 20, 30, все на поводке. Выгульщик собак обязательно знает все их клички. Он с утра проезжает по адресам, собирает животных себе в машину. На этой машине он едет до какого-то парка, огороженного специально для собак. И там вот он как бы их выгуливает, и за это получает огромные деньги. И самые хорошие выгульщики очень сильно ценятся. Но я пока что в жизни их не видела в большом таком количестве, которые с машинами, с автомобилями ездят. Я видела на улице, которые просто ходят с поводками, там 5-6 собак. И женщины, и мужчины, это абсолютно какая-то не гендерная история. Вот так вот, вот так вот.
Интересный факт 168. По всему городу, неважно, центр, не центр, спальный, переспальный район, расставлены вот такие вот лавочки. Когда я увидела, господи, спасибо, что мне хватило мозга не плюхнуться со всей дури на нее, потому что это совершенно не мягкая история. Это как бы бетон. Но бетон, который сделан супер кьют. Самое главное, не подумать, что это мягкий пуфик и не прыгнуть с разбега. Следующий интересный факт — это то, что в этом городе находится самая широкая улица в мире. С этой секунды я начинаю ее переходить. И как бы тут очень многие кто засекают, чтобы узнать, сколько нужно минут, чтобы ее перейти в спокойном темпе, не бежа, потому что на улице находится 3 светофора. Ее ширина 140, по некоторым источникам 150 метров, она везде варьируется. Длиной 1,5 километра, и ее прикол в том, что здесь 16 полос. Какие сейчас интересные факты про эту улицу резко вспоминаем. Ой, у меня уже красный, но я побежала. Блин. Все, кажется. Так, сейчас мы будем стоять на островке. В общем, улица называется Nueve de Julio. В переводе 9 июля. Ох, я еще раз на красный перешла. В честь Дня независимости в Аргентине. Так, это какой-то островок. Вот, сзади меня вы можете видеть, да, что как был первый переход, второй переход. Здесь 16 полос, но 4 из них автобусные. Они находятся как раз вот в центре, где ездит общественный транспорт. А остальные предназначены для машин. Если считать вот эти островки, которые я перехожу, их вообще 6. Получается, с одной стороны 3, и с другой стороны тоже 3. Сегодня очень жарко. Сегодня 32 градуса на улице. Сейчас уже показывает 31. Как вот там? Вот так вот вам видно. И ультрафиолетовый индекс 8. Блин, тем временем уже 1,5 минуты. Но по некоторым данным, в самом широком месте люди переходят до 5 минут эту улицу. Я прям плаваю. Все, белый свет. Белый свет. Этот факт мы уже помним, да, что здесь белый светофор. И мы идем в спокойном темпе дальше. И еще интересно, что для построения этой улицы было снесено порядка 60 тысяч квадратных метров жилых зданий. Вроде бы правильно сказала, озвучили, чтобы вот ее вот такую вот эту улицу построить. Так что имею честь переходить вещь из книги рекордов Гиннесса. Но, ой, ребята, а у меня уже как будто бы красный. Я как будто бы продолжаю идти. Вот мы и дошли до конца дороги. 2,5 минуты. Так, номер 694 метро. Типа, ну типа, это реально трудно. Ты садишься и прям проваливаешься. И если наше сиденье можно помыть, то что делать с этими сиденьями? Я не знаю, походу с ними ничего никогда не делают. Извините, это был час пик, вы видите по заполненности вагона. Я вам не смогла озвучить, но прикол того, что здесь в вагонах наверху есть полка для рюкзаков. То есть, чтобы когда рюкзаки не толкались друг друга, просто снимаешь рюкзак, кладешь на полку и встаешь рядом. Это супер удобно. А еще из приколов то, что здесь на всех станциях стоят ароматизаторы с лимонами. У них в автобусах стоят ароматизаторы, вот так вот это выглядит. В метро я, конечно, не нашла. Фух. О, жесть. Сейчас я больше не буду есть. Короче, в метро не нашла, где стоят эти ароматизаторы, но пахнет люто. То есть, если в вагоне еще разные запахи, а когда выходишь на станцию, то сразу же прям лимоном в нос. Это, ну, может, не супер, но прикольно. Фух. Факт номер 95. В городе есть цветок, который открывается каждый день полностью и закрывается на ночь. Но сегодня, к сожалению, здесь идут ремонтные работы, поэтому попасть туда не представляется возможным. И я вам это снимаю из-за ограждения. Вот такая вот история. Это жесть, ребята. Да, я с недосыпанной башкой. Я вижу этот фейерверк днем. Когда живешь рядом со стадионом, в день матча боишься, что
Просто, я не знаю, инсульт какой-нибудь хватит. Короче, я с недосушенной башкой выхожу из дома на очередную авантюру, на долгожданную авантюру. Все закончилось, походу, кто-то выиграл или кто-то проиграл. Сегодня вечер танго. Я никогда не сушу волосы и всегда отдаю это на волю случаю. Случайно вышли раньше, поэтому еще и, возможно, покажем вам, что происходит рядом с нашим билдингом. Жесть, так воняет фейерверками, просто как будто... Я, честно, не знаю, за кого болеть. Дай бог всем здоровья. Жесть, знаете, как будто сожгли, я не знаю, фейерверков миллиард. Чтобы вы понимали, вот такой вот ор на улице сегодня с 8 утра. Начали взрывать петарды, и в момент я реально подумала, что в стране началась какая-то революция. На секунду это правда страшно. Пусть это будет последним фактом интересным в этом выпуске. И дальше смотрим на танго. Короче, ребята, здесь жесткая задержка по таймингу, дикие провалы. Ужин должен начаться в 20:30. Якобы час он идет, и в 23:30 начинается шоу. Но времени уже 10, желудки уже биты-перебиты. Ни ответа, ни привета. Они опростоволосились ли мы, когда узнала, что семья смотрит мои влоги. Есть два вида билета с ужином и без ужина. Без ужина, соответственно, это последние ряды, они сидят. Я пока стесняюсь их снимать. А с ужином включены 3 шага, 3 сезона, 3 порции, 3 очереди. 3 очереди. 3 блюда. 3 блюда. 3 блюда. Стартер, соответственно, салат, основной и вот десерт. Напитки без лимита. Стоимость, я не знаю. Rogamos silenciar los teléfonos celulares. Es un soplo la vida.
Nunca especial de Miquela Altano. Ой, ребята, это уже была не радость, а тягость. Я просто последние номера вот так вот смотрела. Мне оставалось только спички ставить в глаза. Выбежав из здания, сразу же было заказано такси, потому что здесь очень сложно с транспортом, когда большой поток людей. Как будто бы меньше вероятность ехать. У меня уже мозг вообще не соображает. Одно из полушарий точно спит, второе полушарие уже засыпает. Времени 12 часов, с учетом того, что здесь я ложусь с 7 до 8. Сейчас какое-то такое очень сонное, вялое состояние. Короче, шоу супер, 10 из 10. Что смогла, сняла, что не смогла, просто сидела с открытым ртом. Иногда уже с закрытыми глазами. Но у меня уже из рук все падает. Короче, очень красиво. Еще раз вдохновилась танго. Завтра пойду на занятия. Может быть, сниму влог, а может быть, нет. Подписывайтесь уже на канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии. И до скорых встреч!